Приветствую тебя, друг, на канале Dolphin Play. Меня зовут Макс, и мы продолжаем сегодня проходить Soul Leveling Arise. В этот раз мы шарахнем компанию настолько далеко, насколько у нас только получится, а следующий выпуск эпизода уже сделаем по изучению наших главных героев, то есть их история, дополнительные есть сюжеточки, которые открываются. Открываются они медленно, поэтому не тороплюсь по ним ничего выкладывать. Но во всяком случае мы довольно-таки неплохо подкачались, взяли уровень, и теперь мы уже готовы проходить основную сюжетку. Это нам откроет дополнительные возможности. Так, что касается возможностей. Их тут довольно-таки много, но их беда заключается в том, что это выполнение одних и тех же действий, и это, довольно скучно, но крайне необходимо для скорости и эффекта прокачки. Поэтому без них, к сожалению, никуда. Приходится тратить огромную гору времени, чтобы их пройти. Итак, еще разок повторюсь и скажу свои мысли. Короче, смотри, вот тут у нас в режиме. У нас есть разные режимы. Наша сюжетка, врата, которые мы можем определенное количество раз в суток долбачить. Подземелья, повторные сражения и архив охотника. Архив охотника — это и есть как раз та самая история вот этих вот всяких вот героев. И их мы как раз будем рассматривать уже в следующем выпуске. Арена испытаний у нас уже открылась, и есть арена времени. У нас доступно две арены времени. Вот это вот первая арена времени и вот эти испытания. А вот сезон 02 скоро появится, Да, это позже появится. Прошу прощения. Вот, нам надо пройти главу 14, чтобы открыть разрушительную силу. Тоже какой-то сезон идет, там также есть награды, чтобы перса прокачивать. И какие-то арены хаоса, это вроде для режима игрок против игрока, точно не уверен, но дойдем узнаем. И нам надо пройти главу 15. После того, как мы это сделаем, мы наконец-таки сможем продолжить. Так, давай тогда вначале вернемся к сюжеточке, а уже будем все подробно рассматривать. А в следующий раз, когда уже будет выходить ролик, мы уже рассмотрим всех персонажей, все режимы, что там как делается, коротко, мелько глянем. А сейчас давайте вернемся все-таки к кампании. Так, режим у нас, мы проходим с вами нормал, харду я бью в одиночку, чтобы всем скучно не было. Итак, у нас была глава 13 и две побочные главы. Давай посмотрим все-таки побочные главы в первую очередь, чтобы нам не теряться в таймлайне все-таки. Итак, мутация, часть первая, глава 12. Здесь чистая история. Пэк Юнха узнает неожиданные новости из телефонного разговора с Мин Бёнку. Не знаю такого. Мутант, это мы мутанты? Чертовы репортеры вечно всюду суют свой нос. Это ты, Пэк Юнха? Привет, Пэк. Почему твой телефон выключен? Залег на дно, чтобы репортеры оставили меня в покое. Точно. Происшествие с красными вратами. Я сейчас в Японии, только что увидел в новостях. Ты неплохо смотрелся по телеку. Что? Ты в Японии? Да, у меня для тебя важные новости. Неделю назад в Лигу Охотников поступило тайное обращение из Японии. Зачем кому-то из Японии обращаться в Лигу Охотников? Погоди, чувак, но Лига Охотников есть же в каждой стране, или я что-то не догоняю? Абсолютно в каждой стране охотники создали свои лиги и подчиняются там каким-то своим внутренним законам. Мне нужно посоветоваться с кем-нибудь из участников рейда на острове Чеджудо. Как тебе известно, 4 года назад на Чеджудо открылись врата С-ранга, однако все 3 операции провалились, и после этого остров даже не пытались спасти. Это то самое, про которое нам рассказывалось в начале, или это в анимехе рассказывалось. Там много охотников погибло, это были одни из первых врат, там сильнейшие собрались, сражались. Да, по-моему, это в мульте было. В анимешке. Прошло уже 4 года, а остров до сих пор кишит муравьями. Да-да-да, точно, это он. Боюсь, эти муравьи мутировали. Мутировали? И что с того? Они никуда не денутся с острова. Пусть творят, что хотят. Больше о них можно не беспокоиться.
Что ж, возможно, муравьи способны мигрировать в другие страны. Перелетая через океан, на японский берег выбросило труп крылатого муравья. Они эволюционировали с пугающей скоростью. Ну, обычный муравей крылатый. И все? То, что они мутировали с огромной... типа они теперь летать могут. Летел и не долетел? Ладно. Мутация. Часть 2. Тоже чистая текстовочка. В это время в США происходит нечто странное. Вместо монстра за вратами обнаруживается живой человек. Чего, блин? Типа вместо босса? Или это монстры так мутировали до формы человека? Вашингтон, Федеральное бюро охотников. Так это в Америке было. Вот это сюрприз к моему возвращению. Любопытно. Монстр, умеющий обращаться с людьми. Да еще разговаривает именно по-корейски. Слушайте, я уже вам сказал, я не монстр. Если у вас есть сомнения, можете провести анализ ДНК. И... Ё-моё, ты сколько там времени пробыл? Вот ты зарос. Как партизан. Когда кто-то вылезает из врат, мы должны проявлять осторожность. Вдруг вы какой-нибудь монстр, притворяющийся человеком. Вы погибли внутри подземелья. Как вы умудрились выжить там на протяжении 10 лет? Может, вы нежить? Нет. Но возможно ли, чтобы погибший в подземелье человек вернулся к жизни? Ну, типа, может, переродился опять так же? Блин, не помню такого формы бижутерии. Нет, это невозможно. Никто не возвращается из мертвых. Позвольте задать вам вопрос. Врата и монстры, много ли вы о них знаете? Подземелья, врата, монстры — это лишь вершина айсберга. Недавно пробудилась могучая сила, и она готовится устроить разрушительную катастрофу. Это типа верховного демона или какого-нибудь дракона, что ли? Я пришел остановить катастрофу. А откуда ты пришел, чувак? Что за разрушительная катастрофа такая? Этого я сказать не могу. В смысле не могу? Тебе, что, информацией поделиться жалко? И как тебе доверять, блин? Вы явились, чтобы спасти... Вы явились, чтобы остановить катастрофу, но не можете нам о ней рассказать? Не знаю, о какой именно угрозе вы твердите, но разве вам не нужны союзники? В борьбе с такой силой от случайных союзников мало толку. Команда из охотников средней руки ничего не добьется. Их ждет лишь бессмысленная смерть. Значит, никто кроме вас не способен остановить катастрофу? Вы попусту тратите мое время. По-любому он перерожденный. У вас впечатляющий опыт. Работая вы охотником сегодня, смогли бы купаться в деньгах. Все дело в системе рангов. Благодаря ей мы, охотники высокого ранга, можем обеспечить 3 поколения своей семьи. Сколь многие все-таки зависит от того, или сколь многое, от того, в какое время ты живешь. У вас есть жена по имени Пак Кёнхэ и 2 детей. Вашего сына зовут... Только не надо говорить, что это мы. Че, наш папашка, что ли, объявился? Хрена себе поворот. Вы помните имя своей дочери? Сон Чина. А имя сына? Сон Чину. Что такое? Я чувствую сильную враждебность. Заместитель директора, вам нужно срочно начать эвакуацию. Это монстр. Я знаю, что случилось с вашим сыном. Он мертв. Вы сможете лично прочитать ему свое завещание?
Что-то мне подсказывает, он его не сможет убить. Скорее, тушим огонь! Думаю, нам еще повезло, что разрушения не такие масштабные, учитывая, что там что-то с рангом было. Отлично. Впрочем, боем это не назовешь. Хвантонцу ему и в подметке не годится. Он проиграл, когда битва еще толком и не началась. А может, он просто не хотел драться? Фига, наш папашка объявился. Ну, значит, мы с ним встретимся чуть позже. Я так думаю, где-то вон туда, вон дальше. Итак, понеслась глава 13. Правитель низших уровней. Став гораздо сильнее, Сон Чино возвращается в крепость демонов. Это мы после как раз... Подожди, а врата разве не закрылись, когда мы одолели Цербера? Так, покорение, до чего не дотянули, не доходили руки, преимущество Айрона, новобранец, любимые солдаты, правитель низших уровней, результат победы над боссом. Но все-таки мы его типа победили. Итак, это что такое? Душа демона. Полученная после победы над демоном в крепости демонов неизвестно, принадлежащая душа самому демону, или же он похитил ее у другого существа. По сравнению с остальными, это задание довольно-таки простое. Так она еще и накапливается. Поехали. Покорение. Так, тут нам нужна стихия вода. Значит, сразу... Так, тут у нас вода, тут у нас... А пускай будет вот такая вот вода. У нас есть рунка как раз красивая. Мы среднюю рунку взяли. Так, вода и... Ну, огню нет, давайте возьмем огня. Он нам все-таки дебаф неплохой дает. Ну, мало ли. Дебаф на броню хорошая вещь. Ну да, это то самое место, которое все, горело, полыхало. За это время мой уровень увеличился втрое, а значит, меня ждет гораздо меньше трудностей. Используем ключ для входа в крепость демонов. Использовать? Да. И вылетел ветер, и потух огонек. Вы получили задание. Обычное задание: соберите души демонов. А что у тебя такие пешки? Это открытое подземелье? Неужели это подземелье копия Сеула? Ой, здрасте, ребят. Ну вас, я думаю, мы быстро перемолим. 10 тысяч душ демонов. Ни хрена тебе там собрать надо. Не уверен, смогу ли я выполнить задание за неделю. Чувак, 10 тысяч, это... Дайте ядерную ракету. Привет, ребята. Вот так вот, чтобы долго с вами не возиться. Куда он делся? Так, ну урон мы уже кучу раз получили, это, конечно. Ну, ладно, потом допройдем. Так, ясно, это чисто анимация атаки, его самого тут нету. И все? Так, уровень сложности. Пора поднять свой уровень, что ли? Магический круг, который позволяет перемещаться между этажами. Так вот, что это такое? Мне нужен теневой солдат. Подойдет кто угодно. Ты был вожаком ледяных медведей. Что ж, приступим. Ребята, можно чуть помедленнее? Я так быстро читать не успеваю. Беги к магическому кругу. Блин, потом сам буду пересматривать, хоть картинки посмотрю. Без паузы это вообще нереально увидеть. И все? Поехали дальше. Я хорошо понимаю, как здесь все устроено. Каждый этаж крепости демонов представляет из себя отдельный мир.
허가서를 사용해야만 На каждом этаже 친구가 случайным 아버지 образом 다음 появляются 집으로 монстры 진입할 수 с разрешением на вход. Лишь получив разрешение, можно использовать магический круг и перейти на следующий этаж. 있어. 금방 올라갈 수 있지. Демоны на этажах крепости не так уж и опасны. Я должен быстро взобраться на вершину. 너희들 뭐 하는 거야? Что вы делаете? А, вот это тот чувак, которого мы типа воскресили, но я на него айтемов не набрал. Зато забыл показать. Я поднял эльфа. Того, которого мы победили как раз в прошлой серии. И тоже за 100 осколков его добавил в армию. Чё, разговаривать разучился, Айрон? 이게 뭐 어쨌다는 거야? Это труп демона. Что ты хочешь сказать? 설마 Вы что, 경쟁과 соревнуетесь друг с другом? Кто убьет больше врагов, тот победит? Эх, 사냥 방식은 впрочем, делайте, что хотите, соревнуйтесь. Вы или работаете сообща, даже скорее перебить врагов и отдохнуть, мне не важно. 분란을 일으키는 건 안 돼. Главное, не создавайте проблем. А что тебе мешает? Ну, метелят они демонов и все. 생각해보면 래퍼가 Постойте-ка. 정신 팔려서 이 Я 녀석들을 был так 신경 занят 쓰는 повышением 거야. уровня, что совсем не уделял внимания своим ребятам. Они же в сущности солдаты под моим командованием. Может, стоит быть с ними помягче? Ну, как бы... Да. 다들 들어가 있어. Всем вернуться. Игрис, останься. 한번 겨뤄볼까? У тебя еще не было шанса на реванш после нашей первой встречи. Кто из нас найдет разрешение на вход на этом этаже, тот и победил. Стоит вообще такой задачей. Чего? 그럼 가볼까? Хорошо, тогда за дело. А, типа молчание, знак согласия. А до чего не дошли руки? 몸좀 풀어볼까? 망칠 수 없어. 찢어져라. 퍼져라. Игрис, отстаешь. 끝내주지. 산산조각 내주마. 끝내주지. 반격의 시간이다. 퍼져. 전부 보여. 느리고. 퍼져. И что-то завис. 정말 대단한 Ага. 실력이야. Поглядите-ка на них. Такие точные движения. Засмотреться можно. Эй, что на меня, говорит, уставился? Вообще в недоумении чувак стоит. 궁금한 거라도 있어. Что такое? Хочешь меня о чем-то спросить? А он разве разговаривать умеет? Не хочу. 니그리트, Игрис, ты правда не умеешь разговаривать? Печально. 조건이 있는 거. Или, может, я должен выполнить какие-то условия? Опять затроил. 언젠가 네가 Проехали. Пока мне хватает и того, в чем я уже успел разобраться, если когда-нибудь вы научитесь разговаривать. 그때 전부 Тогда 들려줬으면 и 좋겠어. сможете мне все рассказать. Ага, значит, все-таки он научится разговаривать. Уже хорошо. С ним как с тетей общаться, хрен поймешь, блин. Ну, в принципе, айтемов неплохо так сыпется. Вот эти вот нам нужны. Вот у нас их всего 60. А чтобы открыть Айрона, нужна 100. 50 секунд на миссию. В принципе, довольно-таки быстро. А, и сама миссия, плюс пока 조금 더 почитали. 속도를 내고 싶은데. Так, нужно призвать остальных. Не хочу тратить здесь время. Вот, ты согласен? Ну ты умеешь рычать, это я уже понял, а тут только молчать. 할 수 있다고? Думаешь, справишься в одиночку? Что ж, как знаешь. Но учти, пока в поиске разрешения на вход, Игрис лидирует. Ох, какой ты недовольный-то. 알겠어. 그만해. Ладно, 진정해. хватит, угомонись. 네가 더 빠르게 찾아낼 수 Думаешь, 있다는 сможешь 거지? найти его быстрее? 그럼 가서 찾아와. Ну, тогда за дело. Уже прошло 3 секунды.
그래서 Но мне 층간 следует проследить, чтобы он не увлекся и не уничтожил разрешение на вход. Правитель низших... Фу, блин, не то прочитал, ну ладно. 터져. 느리고. 전부 보여. А вот эти уже чуть потолще. Так, надо их как-нибудь... О, правильно, стойте тут. 베티스의 분노. 삼켜져라. Хорошо постояли. 적화리 일시. 낭매. Промахнулся. О, здорово, пылающий. 반격의 시간 빈틈. 끝내주지. 벌려줄게. 일성. 링스크. Так, тебе чуть-чуть осталось броню туда сломать. О, попал. Давайте, ребята, быстро убьем его. 벌려줄게. 끝내주지. 부서져라. 또냐. Опять. 왜 아까부터 자꾸만 Зачем 내 ты 앞에서 тащишь его 들고 와서 막는 거야? передо мной, прежде чем добить? Зачем ты тащишь его передо мной, прежде чем добить? Может, ко мне? Посмотри, я как песик взял тебя, притащил и сам его грохнул. 그래서 층간 진입선 어디 있는데? Так где же разрешение на вход? Ага, 용케도 잊어먹지 않았네. ты не забыл? 찾은 건 잘했는데. Тебе удалось 시간이 его 죽어요. найти, но ты не уложился в срок. Игрис нашел куда быстрее. Эх, блин. 할 수 있겠지? Но я дам тебе еще один шанс. На этот раз ты управишься быстрее, правда? 단순하기는. Какой же наивный. 반격의 시간이다. Ну, хоть с тенями поговоришь, хоть не так скучно будет. 저장된 그림자들의 종류가 У меня настоящий теневой зверинец, чью тень я заполучил прямо перед этим подземельем. Кажется, ледяного медведя? Да, я вот только не помню, чтобы ты его поднимал, он просто, блин, появился. 아이스베어를 그림자 Я встретил его в Красных Вратах, но вообще-то ледяные медведи бывают в подземельях высокого ранга. Так что не зря я сделал танка своим теневым солдатом. А, это когда вы с эльфами там застряли? Но я что-то не помню, чтобы там... Я помню, он Айрона призвал, но не Мишу. Не, ну уж имитировать медведя я даже стараться не буду. Жаль, что они слишком уж жестокие. Интересно, они всегда были такими кровожадными? Думаю, пора нам размяться, ребята. Отправитесь. О, блин, отправить. Оторвитесь на полную катушку. Что-то глаза фигней страдают. А симпатичный Миша. Что же? Это мне... Что же это мне напоминает? Ага. Очень похоже на выгул собак. Я всего лишь парнишка с личной армией теней. Нельзя это есть. А ну выплевывай. А, точно, у нас же там и маленькие медвежата есть. Ладно, как хочешь, но потом не жалуйся, если у тебя заболит живот, и ты опоносишься. Новобранец. В смысле, ты что, не видишь его перед этим? Офигеть, наши атаки уперлись в Мишу и не прошли. Вот это новости. Это я совсем косой стал.
Так, воротина. 테티스의 분노 삼켜져라. Надо воротину сломать быстро. 끝내주지. 터져. 전부 모여. 느리고. Короче, нам тут показывают всех наших танков. Они действуют куда более слаженно, чем я предполагал. Танк прирожденный лидер. У нас еще тень там есть. Впрочем, это объяснимо. Они ведь жили вместе на снежной вершине. Похоже, какая-то память об этом у них сохранилась. Я впервые завел звероподобную тень, поэтому немного переживал, но танк отлично справляется. Хоть они и выглядят по-разному, все они в конечном итоге теневые солдаты, они часть меня, как и остальные. Интересно, а эльфа мы тоже тут увидим? Яхаем дальше. Остались только эти. А, подожди, но они же Игрису должны подчиняться. Теневой пехотинец, теневой маг. Можете не ждать моих распоряжений, вы знаете, что делать. Это мои первые солдаты, и с ними я провел больше всего времени. Они занимают особое место в моем сердце. Фига какой ты сентиментальный. Все как обычно. Любимые солдатики. А тут у нас будет в конце демон ждать, да? Ну давай, вылазь. А, нет, смотри, не вылазит. Ну, значит, сделаем вот так. А вот и вылез. Ну, ёкарный бадбай, а у нас водичка в откате. Ой, сори. Куда он прыгнул? Я думаю, еще давай-то отломаем вот это вот. А теперь призываем все наши тени. И все? И ты помер? Как быстро. А нафиг ли, блин, когда перекачанные. Сейчас, когда вот эти вот прохожу, врата, вот там писец огребаешь. Там порой получается только с 3-го, с 4-го, с 5-го раза. А иногда нервы сдают проходить. Нифига не получается. Ну, когда поднимаешь уровень постоянно на максималочку. А шмотки и персонаж-то слабо прокачаны. Сам он даже еще не появился. Похоже, будет проще, чем я думал. Бабах, полетела толпа. Ах ты, паршивец! Фига, у Чина голос повысился. Ненасытный вулкан. Кстати, у него дубина как СССР ранга. Такая недавно мне выпала. Огненная. Правитель низших уровней. Их ты. Ломай его полностью.
Использует ярость. А чё ты не замерз-то, Валера? 끝내주지. 반격의 시간이다. 느리고. 터져. А как тебя ультимейтом по соплям? 사라져라. Причем какой-то медленный. 터져. 전부 보여. Медленный и тупой. 바로 끝내주지. 터져. Ой, а нет, попал. Я думал, промахнулся. 도망칠 수 없어. 반격의 시간 빈틈. Не, ну это скучно, это вообще не босс. Он вообще не двигается. По-моему, даже если бы он был неимоверно жирным и толстым, его легко было бы убить. 단도로 상처를 입힐 Мой 수 кинжал позволяет наносить урон только голове вулкана. 피할 수 없는 И я 상황을 должен сделать 만들어야. так. 우선 저 기괴한 Сначала нужно придумать, как его замедлить. 저거다. Вот так. Ага, здание уронить. Да, конечно, что там, фигня. Каждый день же врагу на голову здание падает. Да он же и так медленный, куда его еще замедлять? Какая-то способность активировалась, не успел увидеть. Какая, блин. Что-то как в комиксах сделали, чисто отрывками. Но тоже интересно. И что мы с него такого получим? 일어나라. Так, ну вот и все. Осталась у нас какая-то текстовая часть, и мы закончили эту главу. И сразу, наверное, перейдем к следующей, если нету побочных глав. Мишка, беги быстрее, хочу узнать, что там было. Победив босса, Сон Чино изучает оставленные им предметы. Ну давай изучим. А, вот. Почему два в наличии? Так, вот стоп. Вот это уже интересно. Дается после победы над ненасытным вулканом, правителем низших уровней крепости демонов. Меня тревожит растущая тяга Айрона к коллекционированию голов. Ну что, пускай коллекционирует, если ему нравится. Обломок дубины вулкана, сделанный из ветви мирового дерева. Из обломка удалены все вредные вещества. Этот обломок мирового древа содержит могущественную магическую силу, и из него можно создать магический предмет высокого качества. Интересно, где растет это самое мировое дерево? Ага, вот мне тоже вот дико интересно. 역시 Некоторые награды за победы над боссом оказались очень даже ценными. 최고급 마법도 Дерево, из которого можно сделать качественный магический предмет, сейчас оно мне ни к чему, но и выбрасывать жалко. Может, когда-нибудь пригодится. В этом обломке мирового дерева есть мощная магическая сила, и из него можно делать магическое... А, ну это мы уже прочитали. 이건 엄청난 효과. И вот это вот уже... А, нет, это... Подожди. Сфера алчности. Магический предмет усиливает магическое умение и позволяет наносить больше урона противнику. Эффект жажда разрушения. Урон от магии удвоен. Какой мощный предмет. Он бы мне пригодился. Будь у меня магические способности. В смысле, а у тебя их что, нету, что ли? Да брось, ну были же. Или не были? 공격력이 두 Эта 배로 штука повышает урон от магии вдвое. 자, Так, держать. 발사. В атаку. Бум. 엄청난데. Потрясающе. 구슬을 타인에게 Нет 양보할 수 никакого 없다는 запрета 생각이 передавать этот 없어. предмет 마법 другим. 헌터들이 Охотники магии многое бы отдали, чтобы заполучить эту сферу. А, кажется, я такую сферу уже получил, у меня где-то в инвентаре валяется. Ну-ка дай гляну, не про эту ли он говорил? Так, оружие. Вот эта вот пушка. Да, ярость вулкана, вот она мне выпала. Огненная дубина, но я ее вообще не использую.
По-моему, вот эта сфера. Да, вот эта сфера алчности тоже выпала недавно. Кстати, если вот посмотреть, сейчас покажу. Способности, предварительный просмотр. Вот у сферы атака. Только я не... У нее почему-то фиолетовый цвет, хотя урон от огня должен быть. Так, заключительная атака. Ну, как у книжки, в принципе. И скилл при появлении. Похоже немного на Black Hole. Ну и вот это вот волына. Но она мне немножко не нравится, потому что она медленная. Но, как говорится, урон довольно-таки в принципе, прям урон солидный, я бы сказал. В отличие от той же самой книжки, вот это только глянь на это, в отличие от вот этой книги, которую мы используем. 70, 400, и тут сразу 800 и 140. И обрати внимание, тут уровень первый не прокачанный, а тут-то уже 4-й. Ну ладно, ехаем дальше. Так, сфера алчности. Поехали. Тут у нас нет ограничений, нету. Так, это нормально. Короче, битва. Глава 4. Сфера алчности. Чину устраивает состязание. Призом в нем станет особое снаряжение, полученное за победу над вулканом. Ну, я думаю, хотя нет, наверное, даже к концу ничего не будет. Первый теневой маг. О, тут и свет есть нужна. Давай возьмем девочку, у нас есть такая. Вот, ты со своей сабелькой, тебе мы оставим, если вдруг кому-то надо будет броню резать, защиту. И поменяемся на свет. Сразу рунки поменяем. Так, стой, туплю. Так, это, это значит вот это. Вот так вот. Вот он, этот дядя, вот он. Можно показать его? Вот так, по-моему, можно. Нет, тут нельзя. Ладно, вот так покажем. Короче, после того, как мы убили прошлого босса, вот этот дядя у нас появился. Я его уже малость подкачал. Но чтобы ему дать хоть какое-то умение, тут надо аж 150. И то потом это мы не получим. А вот когда в следующий раз 350 наберем, вот тогда у него появится скилл. И на вот этого айрона, который у нас якобы уже есть, не хватает 34. Но падают они пипец редко. Во всяком случае, мне сейчас и пока что. И насчет армии. В прошлый раз я как раз говорил, что я достиг потолка, было 10 тысяч, и дальше типа не качалось, но они получались. А вот в чем вся картина, когда я открыл вот этого вот дядю. Блин, забыл, как его зовут. Ну, короче, вот этого дядю открыл. Появилось плюс 5 уровней. Значит, когда откроем, появится еще плюс 5. Этот еще недоступен, про него вообще нет никакой инфы. И мне вот интересно, если поднять вот этот ранг, написано, что максимальный уровень армии ну да, плюс 7. Был плюс 5, станет плюс 7. В итоге плюс 11 на каждого. Значит, с этого 11, с этого 11, с этого 11, с этого 11. Итого армия сама будет качаться очень-очень сильно и упорно. Жалко, что она призывается, блин, ненадолго. Но в остальном, честно говоря, мне нравится. Вообще классно, обалденно. Ствол пушки не меняю, потому что у меня раскачанные всего лишь трое. Это 2 гримуара. Красный и... Ну, огненный и водяной. И вот это вот катана. Больше я себе ничего не качал. Поэтому пытаюсь удерживаться с ними. Так, я прошел уже половину. Прогресс идет медленнее, чем я предполагал. Но хотя бы без серьезных трудностей. Правда, есть одна проблема. Монстры здесь сильнее тех, что были на нижних этажах. Ну, чувак, это логично. Используем-ка это. Сфера алчности усиливает магические умения и позволяет носить больше урона противнику. Эффект жажда разрушения урона от магии удвоен. Нет, мы это не будем использовать. Это ты типа будешь использовать. А ты не рычи. Чё ты лезешь? Ты ведь даже магией не владеешь. И вот пойми, что он хочет. А знаешь что? Как насчет небольшого состязания? Призом будет сфера алчности. Кто убьет больше всего монстров, тот и победит. Шаг вперед, если хотите принять участие.
Теневые солдаты, кто хочет принять участие, сделайте шаг вперед. И сейчас бабах, все как один. 그림자 마법병 1호 Теневые маги номер 1, 3 и 4. Ого, кто-то отказался. 그리고 당연하게도 И, конечно же, Айрон. 탱크 Танк? Но почему? Тебе нафига? 좋아. 시작해 Что ж, 볼까? тогда начнем с теневого мага номер 1. Предварительное испытание. Первый теневой маг. А, ну сейчас мы типа их всех тестить тут будем, да? 훌륭한 양분이 되겠어. 적화류 일시 낭매 Ну, это, кстати... А вы что такие... Вы что-то прям солидно сильнее. Нифига, блин, они ультимейт пережили. Ой, не ультимейт, а спецатаку пережили. А воду переживут? Не, замерзли. 마무리. 끝내주지. Ребята, карате. Ты живой? 퍼져. 알려줄게. Блин, я забываю, что можно вот этими ребятами помогать, которые у нас в команде. Что-то я их вообще не использую. Так, ладно, значит, сейчас будет 3 и 4, потом Айрон и танк. 그림자 마법병 1호의 Результат теневого мага номер 1. 나만 알고 있을게. Не буду его разглашать. А, ну да. Надо же хоть с чем сравнить. Бедолага аж расстроился. 다음은 사모야. 준비. Номер 3. Твоя очередь. Приготовься. А чё башка опустил? Давай поднимай, блин. Так, предварительное испытание мага 2. Стой. 빈틈. 전부 보여. 놓치지 않아. 받아라. Я так понимаю, тут... А, вот даже как, да? Вот это уже интереснее. 알려줄게. 마무리. 도망칠 수 없어. 끝내주지. Фига, еще пришли. 테티스의 분노 삼켜져라. 터져. Вы что никак не закончите, алло? 바로 끝내주지. 터져. Балдели, что ли? Смотри-ка, еще приперлись. 터져. 산산조각 내주마. Все больше и больше. 별거 아니군. Что-то тут... Ну, пошли дальше. Потом в одиночку пройду, чтобы не мучить вас повторным одним и тем же. Может, все дело в большом количестве опыта, но он справляется лучше, чем номер 1. Ага, подслушал, да? 다음은 탱크는 Теперь очередь танка. Как ты собираешься ее держать? В зубах. Ой, я себе ее вместо глаза поставлю. 알겠어. Планируешь сражаться ртом? Понятия не имею, зачем тебе это. Ты даже магией не владеешь. Но как хочешь, 깨트리기만 해봐. только не сломай. Эй, Мишка, не понимающий. Предварительное испытание. Танк. Чё? 몸 풀어볼까? 알려줄게. Ну, хорошего кидать туда-сюда. 도망칠 수 없어. 터져. 끝내주지.
Блин, перейду-ка я на катану. По-моему, быстрее будет. 소용없다. 일섭. 반격의 시간이다. 마무리. И нормально. 일섭. Блин, танк, хорош с собой закрывать его. 일섭. 빈틈. Так, следующий еще сильнее будет. 전부 보여. 마무리. Ребят, давайте помогайте, а то что-то мы с ними писец долго возимся. Блин, танк постоянно с собой закрывает, и мои удары не проходят по ним. 별거 아니군. Вот это, кстати, небольшой минус у танка. Я вот раньше не замечал этого. Так, и теперь у нас... Подожди, у нас там еще один маг должен быть, и потом Айрон. 나는 모르겠다. Я тоже не знаю, танк, зачем это тебе. Я тоже не знаю. Блин, как... 만족했지? Впрочем, ты хотя бы попробовал. Теперь доволен? А давай обратно. Не отдашь? Сейчас тебе Айрон в глаз даст. 알겠으니까. Тише, тише, я знаю, что сейчас твоя очередь. 대체 뭘 하고 싶은 건지 Понятия не 감도 오지 имею, что ты пытаешься сделать, но вперед. 마무리. 몸좀 풀어볼까? А, у меня его тени нету в отряде. Точно. У меня же вообще в принципе в отряде нету. 끝내주지. Айрон, погоди, я тоже иду, я тоже подраться хочу. 적화리 일시 낭매. 바로 끝내주지. 일섭. 일섭. А тут и босс будет, нет? 벌려줄게. 전국 느리고 일섭. 바로 끝내주지. 일섭. Так, правильно, ребята, в кучку, в кучку. 켜져라. 반격의 시간이다. Давай, 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 вот всех к Айрону подходим поближе. А, время вышло. Будьте здрасте. Тут их типа надо было быстро убивать всех. Ну да. Ну ладно. За каждый вот этот вот пункт дается 15 фиолетовых. Я их сейчас набираю, вот как раз. Потом, как наберу достаточно поприличнее, побольше, чисто посвятим серию рулетки. 탐욕의 구슬로 적의 Не 머리를 уверен, что ты 치는 правильно используешь 정말로 сферу 올바른 алчности, 방법이라고 Айрон. 생각해? Ты и правда думаешь, что стоит молотить ей по голове врага? А чё? 탐욕의 구슬을 이용해서 Поскольку у нас 몬스터를 честные 만들어 соревнования, твоего я мира. перечислю 2 теневых солдат, которые убили больше всего монстров с помощью сферы алчности. 그림자 마법병 3호 Теневой маг номер 3 그리고 и 아이언. Айрон. 탱크는 실격이야. Танк держал сферу алчности во рту, но так и не применил, поэтому он дисквалифицирован. В смысле? А ты как ее применял? Че башкой машешь? Че недовольный-то такой? 나머지는 다음 기회를 노려봐. Остальным желаю удачи в следующий раз, а пока устрою еще одно испытание. 이번에는
Я хотел бы дать сферу алчности сильнейшему бойцу, так что в этот раз вам предстоит охотиться за нее. Охотиться без нее. Теперь типа у нас финал. Теперь типа все будут. 적화류 일시 벌려줄게. 산산조각 내주마. 받아라. Я так понимаю, тут будет здоровый толстый замес. 일섭 Да что ж ты толстый-то такой, а? 일섭 Привет, ребята. Давайте все в кучку. Как-нибудь более-менее в одну линию. Во-во-во, вот так пойдет. Ништяк, красавец. 적화류 Ну, как говорится, лох это судьба. Ты зачем мой скилл сбил, ты зараза? Я тебя хотел водичкой помыть, искупать, а ты скотина такая. Не рычи на меня. 벌려줄게. Замерзни нафиг. Так, и последний. Вот ты самый вредный. 마무리. 적화류 일시 Ну, так уже лучше. 느리고 반격의 시간이다. Вот мы получили 3, и вот как раз за задание 45. За одно 15, за 2 30. Ну, понятная логика. Так, это был финал. А теперь что, босяра какой-то? Кому сферу-то отдашь? Отдавай магам, это логичней. 결과가 나왔어. Итак, взглянем на результаты. Такое ощущение, что там ходил с блокнотиком записывал. Не рычи. Третий. И Айрон. 긴장되기는 나도 Теперь и я начинаю нервничать. А чё 더 нервничаешь? 많은 몬스터를 잡은 건 Больше всего монстров убил. Сейчас бабах маг. 그림자 마법병 Теневой маг номер 3. Не рычи на мага. Чё, бешеный какой, а? 찌부리지 마. Не дуйся, Айрон. Я ясно сказал, что победа зависит от количества убитых врагов. 더 큰 몬스터를 잡았던 Я знаю, 걸 что ты прикончил более крупного монстра, но это всего один монстр. Не говори, вот так всегда. Думаешь, посильней прибить, а берут-то за количество, а не 방패 качество. 같은 장비를 얻게 된다면 Не расстраивайся. В следующий раз, когда я раздобуду что-нибудь вроде щита, обязательно дам его тебе. Ох, ты прибодрился-то сразу, довольный стал. 그럼 축하라도 할게. А теперь, в честь победы, я разрешаю теневому магу номер 3 использовать сферу алчности в свое удовольствие. 가자. Вперед! Блин, если бы у вас реально от этого скиллы появлялись, было бы классно. 태티 훌륭한 연기. Ну, что-нибудь... Ой, блин, извиняюсь, что-нибудь новое покажешь? Ни хрена все то же самое, также просто сферка летит и все, ни хрена больше. Причем желтая, а не фиолетовая. 벌려줄게. 전부 보린 틈. 테티스의 분노 삼켜져라. Заморозочка, ребятка. Небольшая заморозочка. 끝내주지. Куда побежал? 터져. 터져. Тут будет босс или тут босса не будет? 적화류 일시 낭매. 일섭 Да что ж ты промахиваешься? 마무리. А ну не бейте мага, он хороший. 끝내주지. А, вот теперь босс будет, да?
Демон-генерал. 반격의 시간이다. 느리고 Это круто. 끝내주지. 장난은 잊지 마. 전부 보여. 마무리. 일섭. И все? Я тебе даже броню не успел снять, ты помер. 별거 아니군. Так, мы объявили победителя. Беги, 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 грузи, грузи ее. Давай, давай, давай. О, у нас тут есть побочная глава. Так, тут у нас бой мертвых. И да, вот сила уже под стать нашей. Тут уже будем, скорее всего, выеживаться. Так, заберем. Сколько мы набрали? 24 всего лишь. На всего лишь 2 прокрутки. Итак, от главы 14 у нас пошла побочная гора. Влюбленность. Давайте поглядим, что это за влюбленность. Итак, у нас тут воссоединение. Что мне хочется сказать? Нерешительность, беспокойство, признание, непрерывный бой, последняя битва и сердечные дела. Хан Сонли и Панг Хичин снова встречаются у врат. Ну, давай глянем, что там встретились они. Воссоединение, влюбленность. Пока Чину сражался в крепости демонов, Хан Сонли и Пак Хичин, выжившие за красными вратами, встречаются во время нового рейда. Хичин, привет! Привет, давно не виделись, Сонли. Как у тебя дела? Гляжу, ты подросла. А, это школьница наша мелкая. Ага, а ты как поживаешь? Пожелаю вполне неплохо. Спасибо, что пошла со мной в рейд. Знаю, тебе нет смысла участвовать в рейдах такого низкого ранга. Да не переживай, любой рейд дает опыт. Да и как я могу отказать, когда моя дорогая Сонли зовет на помощь? Надеюсь, ты не слишком волнуешься по поводу сегодняшнего рейда? Не, но я все равно чувствую себя неуютно без Чину и Чинха. Тебя можно понять, но я уверена, что ты и сама прекрасно справишься. Идем внутрь? Конечно, пойдем. Что мне хочется сказать? Входит во врата. Ну, пошли во врата. Так, мы играем за вот эту вот девочку. И у нас тут уязвимость к воде. Ну, давайте возьмем. Вот. Нет, возьмем вот эту девчушку. Ну что, давайте и 2 воды возьмем сразу. Туплю. Так, вот это, вот смотри, один какой момент. Интересно, я вот этого только не до конца догоняю. Если мы ставим этого, он увеличивает защиту на 6% у всей команды. А вот это вот повышает шанс крита. А эти дают ли они бонусы? Или дает бонус только тот, кто лидер? Вот он, интересный вопрос. Так, тебе надо пушку дать. Бери вот эту. Тут вода, как раз вода по воде нормально будет. Поперли, погнали. Что мне хочется сказать? Хан Сонли, Пак Хичин входят во врата. Как тут тихо. И правда, но не стоит терять бдительность. Я рядом, но в подземелье может случиться что угодно. Твоя правда. Кажется, ты говорила Чину, что гильдия Белый Тигр называет это самым важным уроком во время обучения. Слушай, а Хичин? А? Я, ну, видишь ли? А чё за это? Чё засмущалась-то так? Впереди монстр, всем приготовиться. Сонли, давай сначала разберемся с монстром и, как я уже говорила, будь осторожней.
언니, Ладно, Хитин. 무슨 일 있나? Что случилось с Сонли? 것 같은데. Она явно хочет мне что-то сказать. Что-то она хочет сказать. Что мне хочется сказать? А что, ребят, давайте с ультимейта начнем. А почему бы нет? Вот так вот сразу быстренько. Минус пачка. Привет, ящерки. 어둠의 끝에 빛이 있다. Че и битва будет быстрой. Здорово, ящер. 움직이지. 해냈어. Да, битва реально быстрая. Поехали дальше. Нерешительность. 내가 진짜 잘해볼게. Тут без предисловий просто сразу. 내 공격은 꽃을 피워줘. Блин, вот прикольный герой, у него ультимейт сразу со старта заряжен. Ух ты, прилетело нам. 빛이 있다. 소환 마법 가동. 움직이지. Ой, не крутись так. Так, что, еще один синий ящер? Да, только другой немножко. Черный. 몰아쳐라. 하늘은 쏟아질게. Не-не-не, дружище. 공격은 꽃을 피워줘. 어둠의 끝에 빛이 있다. 결계 강화. 매구. Лови песиков. 움직이지 마. А ты уже немножко потолще. Ну-ка, замерзни. 폭탄의 시간. 하늘은 쏟아질게. 정신 못 차릴걸? Так, вторая ящерка минус. Дальше. Беспокойство. 내가 진짜 잘해볼게. О, големчики. А вот вы уже толще, ребят. Тихо, тихо, тихо. 이런 줄 아플 거야. 어둠의 끝에 Ребята, вы реально прям толще. 결계 강화. 움직이지 마. 놓치지 않아. 폭풍. Каменный голем. Вулканический камень. Эй, а вроде вернуться хотел. 하늘을 쏟아질게. 정신 못 차릴걸? 피할 수 있으면 피해봐. 내 공격은 꽃을 피워줘. 어둠의 끝에 빛이 있다. 날 너무 얕봤어. 매구. 네 차례야. Ну да, с этим чуть подольше повозиться придется. 소환 마법 가동. 움직이지 마. Ребята, давайте на помощь, наверное. 꿰뚫어라. 폭탄의 시간. 몰아쳐라.
벗어날 수 없을 거야. 폭풍. 하늘이 지켜줄게. Да уж, это реально жирный. 내 공격으로 꽃을 피워주마. 어둠의 끝에 빛이 있다. 간파했지. 준비됐지? 공간이 전문. 매구. 네 차례야. 움직이지 마. Нам бы тут вообще прям девчоночка классно пригодилась бы. Ей, стой, не крутись. 폭탄의 시간. 체력이 얼마나 Фига нам прилетело. 내가 진짜 잘해볼게. 피할 수 있어. 어둠의 끝에 빛이 있다. 결계 간파. Что-то я его прям жестко недооценил. Ай. 하늘이 지켜줄게. 내 공격으로 꽃을 피워주마. 어둠의 끝에 빛이 있다. 소환 마법 카드 매구. 네 차례야. 저기 있는 곳으로. 날 너무 얕봤어. 부적 발사. 하늘을 지켜줄게. 내 공격으로 꽃을 По-моему, сейчас даже еще и не успеем. Офигеть. Ладно. Возьмем 2 водных девчонки туда. А вроде все так хорошо шло, но они реально очень жирные. Вот о чем я и говорю. Ты вроде качаешься упорно, потом бабах, одну главу прошел, и все, и балалайка, тебе опять надо качаться. Так, иди 실수 сюда. 안 할게. Бери свою саблю. И давай мы вас местами поменяем. Будешь в конце боссу броню снимать, тогда запинать сможем спокойно. 일단 따라와봐. Ребят, можно 내 всех 공격으로 рядышком? 꽃을 피워주마. Офигеть. Вы от этого не сдохли. 피할 수 있으면 피해봐. 움직이지 마. 몰아쳐라. 피할 수 없을 거야. 자, Ну иди сюда, вулканический хрен, блин. Сейчас я тебя буду водичкой охлаждать. Ну и все, попрощайся со своей броней. 뭐라고? 힘이 부족하면 안 돼. 소룡의 힘으로. 내 공격으로 꽃을 피워주마. 움직이지 마. Не, дружище, займи ворсня. 몰아쳐라. 벗어날 수 없을 거야. Ну, другое дело. Сразу нафиг улетел. Стоило броню снять и все. 한숨 돌렸네. Можно передохнуть? Ты ведь не ранена, правда? 네, 없어. Я в порядке. 아까 Итак, что ты хотела мне сказать? Да, знаешь, Хичин, кажется, мне нравится Чину. Блин, ты малолетка, еще иди отсюда. Чего? Мне не послышалось? Ты имеешь в виду Сон Чин? Да, он мне сразу понравился. Но я подумала, что просто уважаю его как старшего товарища. А еще и старший брат моей лучшей подруги и спас мне жизнь.
Но чем больше я об этом думаю, тем понятнее становится, что дело тут не просто в уважении, а что мне делать, Хитин? И что за... Так вот почему она такая серьезная. Ее влюбленность и так очевидна. Но мне, наверное, лучше и притвориться, что я ничего не заметила, да? Только посмотрите на эту смущенную девчонку. Какое милое зрелище. Давай сначала завершим рейд, а потом все обсудим. Ладно, давай. Так, ладно, отставим такой состав, не будем менять, пускай 2 водные будут. Опять големы. Не зря. Признание. А вы что так далеко стоите, Блин, вас же это не убьет нифига. Ты что, не помер? Там был вулканический, а еще один вулканический, что ли? Что-то я всю ману потратил. Ладно, сейчас броню снимем. И будем его убивать нафиг. Так, тихо, не топай, замерзни. Ну так, добьем этой девчонку. Это тоже вдруг добить надо будет ветром. Да, точно надо было добить ветром. Ох ты, мы уровень взяли 58, фига себе. Это прям редкость. Смотри, 326 тысяч опыта надо до следующего уровня. Если не играть компанию, а просто потихоньку поднимать уровень, там вообще прям копейки сыпятся. Ну, короче, пожаловаться есть на что. Погоди, мы же можем задание в самом начале глянуть. Когда начинаем. Так, непрерывный бой. Что у нас здесь? Победить за 90 секунд. И экстремальное уклонение 2 раза. Что, по-моему, та девчонка у нас уже прям на лимитах. Что-то и это уже на лимитах. Опять генерал этот недоделанный. Так, тихо. Вроде увернуться должны были.
Ладно, давайте нафиг ломать, пока не поздно. Я думал, вон тех наверху можно грохнуть было, у них вроде жизни есть, а нифига. Они не спускаются. Все? Нет, не все, еще есть миссия. Последняя битва. 내가 진짜 잘해볼게. С кем будет битва последняя? Что за мишка? Ну, мишки они в принципе толстые, но... 이건 좀 아플 거야. 잠깐, 저기 있다. 움직이지 마. 폭풍. С мишками хоть можно договориться. 침착하게 하늘을 지워줄게. 움직이지 마. 통하지 않아. 빈틈이 보여. 전부 부숴줄게. Так, где большой медведь? 내가 진짜 잘해볼게. Где этот здоровый гризли? Вожак пещерных медведей. 물러서. 착함하지 않아. 몰아쳐라. 전부 부숴줄게. А, у тебя брони нет. Фу, ёшкин свет. Ты без броньки, Мишка. Значит, мы тебя сейчас запинаем просто. Так, стоп. А что нам тут надо? А, добить вот этой девчонкой босса. 움직이지 마. Ну, значит, зовем нашу армию. 벗어날 수 없을 거야. 큰 공격이 올 거야. Так, тихо, 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 не ультуй. 폭탄의 시간. Помяжни немножко. А на него не подействовал. Это было прям печально. 놓치지 않아. Эй, маны не хватает. 뭐라고? 힘이 충분히 모이기는 했는데. Ух ты, минута осталась. Вот это мы приехали. 신중하게. 해야지. 뭐라고? 하늘은 지워줄게. Ну, вернись ты, блин. 알려줄게. 폭탄의 시간. 지워줄게. Она добила или моба добили? 잘했어. Не она. Ну ладно. Вот это Миша прям толстый был, что-то мне подсказывает. Следующую главу мы уже не осилим. Она же будет по ходу продвижения все усиляться и усиляться все больше и больше, блин. Хан Сонли с тревогой ждет ответа Пак Хичин. 혹시 저한테 Хичин, ты во мне разочарована? 뭐? Разочарована? Почему? 잠깐. 내가 Она что, боится моего осуждения? 그럼 좀 놀려볼까? Эх, так и хочется над ней подшутить. 사실 Если честно, я знала, что ты во многом полагаешься на Чину, но ты пробудилась не так уж давно, и тебе многому предстоит научиться. Но если будешь потакать романтическим чувствам, это не пойдет на пользу твоему будущему. Ты права, Хичин, я не хотела, но я ничего не могу с собой поделать. Ой, постой, ты чё, плачешь? И
Я просто пошутила. Поверить не могу, что ты заплакала. Теперь мне стыдно. О, 진짜요? серьезно? 진짜 Ты правда 장난이에요? пошутили? 당연하지. Конечно. 미안해. Прости, захотелось тебя 장난감 подколоть. 잡았어. Какая же ты очаровашка. 송이 네가 진우 씨를 Нет 좋아하는 ничего 거 плохого в том, 몰라서. чтобы влюбиться в милого парня. В твоем возрасте самое время разобраться в своих предпочтениях. 정말요? Правда? 그럼 응원할게. Конечно, я эксперт по неловким любовным советам. Обращайся в любое время, подруга. 고마워요. Спасибо, Хитин. Блин, так охота ее Хитином назвать, как это, крабьим панцирем. Итак, у нас закончилась побочная глава. Вот. Вывезем ли мы бой мертвых? 75% пройдено, осталось 25%. В смысле, предварительный просмотр. А, это название такое. Тут у нас в основном одни баталии, в конце битва с боссом, но мы не можем посмотреть, какая боевая мощь. Ну, чё, как говорится, давайте попробуем. Просто хотя бы пройти. Внезапная перемена. Бой мертвых. Ну мы еще уровень хапнули. Так, немножко подкинем в криты, потому что я сейчас на криты больше полагаюсь. Если что, их можно сбросить, перекачать в любой момент. Там за определенную сумму. Так, у тебя уязвимость к воздуху, но ничего такого страшного. Ой, защита. Не, уязвимость к воздуху, значит можно на воздух поменяться. Где-нибудь. А где? Так, ну это давай туда воду поставим. Она более-менее быстро. А тут и поставим туда вот так вот воздух. Из ребят, что мы возьмем? Мы возьмем тебя и тебя, чтобы вы пробивали. И раз вот у нас огонек свободен, возьмем огонек. Вот это вот саблю бери. Хотя, погоди, подруга, ты, наверное, иди в лес, мы возьмем вот этого дядьку. Он у нас умеет неплохо броню пробивать. Вот так. Вот так нормально будет. Наша боевая мощь команды и нас составляет 150,5, а тут 150 рекомендуется. То есть будет уже нифига не легко. А с учетом, что у меня оружие нифига не по ветру, мы можем вообще не вывести. Восхождение происходит гладко, но я чувствую, что сложность постепенно возрастает. Стойка, а это не восхождение случаем на нашу последнюю профессию? И все большему количеству теней нужно восстановление. И еще, чем жарче становится, тем больше выносливости я теряю, даже когда стою на месте. Что мне делать? Может достать артефакт защиты от магии огня, а потом вернуться? Ребята замолчали. И все же, я прошел больше половины пути. Может, стоит завершить начатое? Да давай закончим, фигли. Почему бы нет? Что за круг? Что за бред? Понятно, вы от этой ерунды получаете защиту. Так, у вас уязвимость к воздуху. Значит, пока покачаем криты, между прочим, на вас. Надеюсь, по времени уложусь. Не хватило, и я почти при смерти. Фига себе. Фига себе. Да, тут надо поосторожнее быть. А у нас еще один такой купол. Ребята, давайте-ка из круга нафиг. Ой. О, другое дело. Пока вы в кругу, я вам вообще урон не наношу нифига. Офигеть, вот они толстые. Так, а у нас уже восстановление было.
Впереди нас еще и босс ждет. Надеюсь, у него защита не восстанавливается. Если пару раз... Если хорошенько на уворотах сыграть, мы сможем с ним справиться. 전부 보여 빈틈 저에게 맡기시죠. Надо ему как можно быстрее броню снять. 일섭 А, еще и время тикает. Вау, классно. 일섭 반격의 시간 소용없다. Так. Броня минус. Поехали, 35%. 35 полосок снять надо. 시시한 상대로군. 사라져라. 테티스의 Так, ребята, сейчас попробую вас заморозить. Нифига не прокатило. 저에게 맡기시죠. Фу, спасибо. Просто на соплях. И это первый бой. Что ж дальше будет? Не, давайте лучше посмотрим, что там по уязвимости. Если ничего меняться не будет, то хорошо. Надо как-то это все аккуратно теперь проходить. Аккуратно и медленно, прям в наглую уже идти не получится. Более эффективная охота. Так, у нас уже тут 155 тысяч стало. Что у нас здесь? Так, ну в принципе все то же самое. Также демон. Походу вот это вот условие меняться не будет до самого конца. Но... Ну, пускай все так остается. Может, все-таки тени помогли мне быстро заполучить души. Но вот что интересно, есть ли более эффективный способ это делать? Ты чего? 왜 이 생각을 못했지? Почему я раньше об этом не подумал? Разобью теневых солдат на группы и отправлю охотиться на демонов. А они справятся. 좋아. Внимание! Игрис, Айрон, теневой маг номер 3. Каждый из вас возглавляет свою группу. Тогда это теневому магу уже имя, так и вышло номер 3 обзывать. 각자 다른 방향으로 가서 Разделитесь и идите в разные стороны. Не возвращайтесь, пока не истребите всех демонов. Что-то им это не нравится. Или... Так, огненная стена приближается. Поскорее уничтожьте. Ой. Это как? Вон оно как. Фига себе, блин. 몸좀 풀어볼까? То есть от нее, если что, уворачиваться надо. 반격의 시간이다. 느리고. Ой, блин. А в натуре приближается. Это типа мой таймер, что ли? Ну чё, балдели. 저에게 맡- Ребята, на помощь. 적화류 일섭 낭내 일섭 휴식 취해서 Это у меня от стены так жизни отъехали. Интересно, а с боссом тоже стена будет двигаться или нет? Нет, отстала вроде. 전부 보여 소용없다. Не, нифига двигается. 마무리. Но это я уже не вывезу. Или не двигается? 반격의 시간이다. Не, вроде не двигается. 일섭 전부 보여 빈틈 Не хватило пробить. 일섭 Не двигается. 반격의 시간 Нифига не понимаю. Или у меня в глазах херня какая-то творится. 마무리. 클린 스피어. Ладно, может с тенями сейчас успею его грохнуть. 사라져라. 일섭 테티스의 분노 Так, тихо, 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 замерзни.
Нет, не двигается. Значит, надо просто не сдохнуть. 소용없다. 저에게 맡기시죠. 레인 스피어. 일섭. Ну, вот и все, дружище. 적화력 일섭. 낭매. 아직 멀었어. Офигеть. Чуть от стены не отъехал нафиг. Чё ты башкой так недовольна? Чё тебе не нравится? Это тоже будет чё? 너희들 설마 Надеюсь, вы не соревнуетесь тайком? Да они сейчас друг другу морду начистят нафиг. 뭐야 아이언? Что это такое? Айрон? Опять за свое? Магия цели заряжена. К этой цели нельзя применить извлечение тени. А, магия цели... В смысле, магия цели заражена. 아이템만 가져오면 Я же сказал, мне нужен только предмет. Я даже не могу превращать их в теневых солдат. А, ты все-таки понял. Он меня вообще понимает? Кстати, а почему я не могу превращать демонов в теней? Ну, в принципе, они уже они уже демоны, они как бы не... А хрен его знает. 낙마성도 전직도 Разве крепость демонов так сильно отличается от подземелья? Смены специализации? 마음에 드는 녀석이 Айрон, беру свои слова назад. Если тебе приглянется какой-нибудь демон, можешь принести его ко мне после того, как убьешь. А почему знак вопроса-то? Если тебе приглянется какой-нибудь демон, можешь принести его ко мне после того, как убьешь. Все, понял. Вах ты, смотри, сразу встрепенулся. 혹시 모르니까 Мало ли что. Так, вопрос о крепости демонов. Так, тут нас никакая это не тащит теперь. 텔티스의 분노 Огненная стена, блин. 저에게 맡기시죠. 터져. 터져. 산산조각 내주마. У вас тут будет много в одном месте, да? 반격의 시간. Ну, отлично. 적화력 일시. 낭매. 일섭. 전부 보여. 소용없다. Значит, у нас криты будут постоянно работать. Офигеть, да они меня сейчас тут ушатают. 찢어져. Чего вас так много-то? Все? Ну, конечно, куда же без босса? Но мы опять на лимитах. 반격의 시간이 느리고. 레인 스피어. Но во всяком случае, этот босс быстро отвалился. 터져. 터져. 마무리. А мы успеем его? 텔티스의 분노. Успели. 저에게 맡기시죠. 레인 스피어. 전부 보여. 빈틈. А как тебе ультой по заднице? 사라져라. Так, у нас вроде это еще не срабатывало. Ну-ка не топай. Растопался баламут, блин. 멀었어. Не, вот это вот то, что они хорошо прям так падают, меня и так прям радует. Их вообще тяжело набить. Охота за ответами.
Магия, 역시 안 들린. видимо, и правда не работает. Их, не говори печально, а он хотел себе друга демона, по-любому. 너한테 뭐라 하는 거는 Не, я тебя не виню. О, 그림자로 만들 수 все 있는 демоны на верхних этажах по силе не уступают боссам. Жаль будет упускать такую возможность. 상층의 악마들은 Нужно 그냥 приказать теням их найти. 그림자들을 시켜서 찾아봐야겠어. Нужно приказать теням их найти. 각 부대에 과제를 줄게. Каждой группе я дам задание. Возьмите пример Сайрона и принесите мне демонов, которые подходят на роль теневых солдат. 알아들었지? Неважно, обладают ли они особыми умениями или просто очень сильны. Чем больше, тем лучше. Поняли? Все поняли, кроме него, блин. Охота за ответами, поехали. Огненная стена приближается по... А, здравствуй, опять огненная стена. Как же мне тебе не хватало. Угу, нельзя увернуться, понял. 적화리 일시 낭매. Так, мужик, иди нафиг, тут и стена огненная идет за нами. 마무리. 몸좀 들어볼까? 받아라. 천도고야 빈틈. В принципе, она из сабли неплохо так уничтожается. 저에게 맡기시죠. 일섭. А если вот этой? 소용없다. 테티스의 분노 삼켜져라. 마무리. Так, ребят, отъезжайте быстрее нафиг. Здорово, скелетон. Давно не виделись. Рыцарь нежить. Очень давно не виделись. Нормально. Вообще не могу угадать его действия. Во! 시시한 상대로군. 사라져라. Блин, а он же потом сейчас скотина воскреснет. 마무리. 반격의 시간이다. 느리고. Во! 일섭. Наши жизни отъехали нафиг уже. А может, просто в угол не надо подходить? Может, из-за этого мне больновато стало? Так, давай воскрешайся. 마무리. 일섭. 놓치지 않아. 찢어져. 일섭. 전부 보여. 빈틈. Давайте, ребята, поехали. 시시한 상대로군. 사라져라. 5 полосок. Ну уж 5-то мы снимем, успеем. 소용없다. Как говорится, с кулака добьем. А! Что за фигня? Куда бежать? Между стенами? О, здрасте. А у нас еще и жизни чуть-чуть. Ай, еще разок так попадусь, и пипец будет. 속도를 내볼까? И слишком близко приближаться нельзя.
принципе, если без ускорения, нормально получается. О, выход. 350 жизней. Ёшки, свет вообще на соплях. Как говорится, я могу. Так, что дальше будет? Надежда на исход. Айрон. Чё, мертвого принес? 수고했어. Выглядит крупным и сильным. Молодец. Тоже заражена. Но я и из него не могу извлечь тень. Чувак, походу в этой крепости ты вообще ни с кого тень не можешь извлечь. Не говоря. Почему ты грустишь? Ты ни в чем не виноват. Ты постарался на славу. Наверное, пора смириться. Здешние монстры не превращаются в тени. Да-да-да, вот я тоже так думаю. Правда, я еще не проверял боссов вроде вулкана. Из вулкана тоже нельзя было извлечь тень, верно? Ну хотя бы посмотрел. Интересно, когда появится следующий босс? Я довольно высоко забрался. И думаю, меня ждет что еще испытание. И не говоря, с учетом надежды на исход боя мертвых. А с учетом, что, блин... Ой, чё за нахрен? Ребята. Вы даже от этого не умираете уже. А эту хрень можно уничтожить? А это нельзя, она нам урона наносит. А не подходите нафиг. Понятно, вы периодически просто сверху падаете. И на вас нельзя наступать. И только первая волна была. Да, мы уже минуту тут потратили. Надо быстрее. Ну да, вот он босс, который 2 раза встанет, а потом еще толпа появится. Так, тени, вперед. Без теней нам тут уже не справиться. Так, давай-ка вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Подходи. И вот так вот. Нафиг всех сразу заморозим. Ты куда стукнул? Без, блин. Так, осталась минута и как раз... А его 2 раза убить надо. Ты куда убежал? Ах ты читер. Так, нахрен надо твоих больших убрать отсюда, пока не поздно. А мы тени можем уже вызвать? Можем. Ну да, 2 раза его убить за такое короткое время, это я физически уже не успею. Ну, его реинкарнация теперь. Осталось 14 секунд. И еще 47 полос. Охренеть. Так, ну ладно, давайте еще разок попробуем. В этот раз прям максимально быстро пробежаться. Если не уложимся, то буду уже докачивать персонажей и потом вернемся. Так, это мы вас уже послушали. Так,
Так, ребята, давайте нафиг в одну полоску, чтобы я вас быстренько нафиг сдул. 터져, 터져. Так, а теперь вторые подходить под катану. 적화류 일섭, 낭매. 일섭. 일섭. Так, ну, 35 секунд. По идее, должны теперь успеть. 테티스의 분노를 삼켜져라. 저에게 맡기시죠. 적화류 일섭, 낭매. В смысле, я что туда не попал, что ли? 마무리. 일섭. 일섭. 테티스의 분노를 삼켜져라. 천구 보야. 느리구나. Ай, я, блин, попал бы, вот по вот этому здоровяку было бы лучше. Ну что, давай ему так-то оброню с нее. 반격의 시간이다. 저에게 맡기시죠. 일섭. 장난은 천구 보야. 소용없다. Так, и у нас минута на этого. Да, ну вот с этим долго провозились. Если за 30 секунд успеем его уложить, шансы будут. 일섭. 반격의 시긴틈. 시시한 상대로군. 사라져라. 저에게 맡기시죠. 레인스피어 마무리. 전부 소용없다. 반격의 시간이다. 적화류 일시 낭매. Нифига не успел. 저에게 맡기시죠. 일섭 Еще не в ту сторону бил. 끝내주지. Ну да, на этом наша сюжетная линия будет заканчиваться. Уже будем продолжать в следующий раз. 일섭 Так, ну что, дружище, на этом, пожалуй, мы тогда и закончим. Раз уж ты досмотрел видео до конца, бабахни свой жирный лайкосик, потому что я думаю, раз ты смотришь, значит тебе нравится. А также не забывай подписываться на канал, бабахать в колокольчики, чтобы не пропускать новые свежие видео. Также можешь свободно участвовать, писать в комментариях, делиться с друзьями. Ну и надолго я уже прощаться не буду. Удачи тебе в игре и реале. До скорых встреч.